Это не она. Вот она. Батьковская машина. Ой, короче, всем привет. Так, бодр силой духом. Короче, сейчас надо к зубному срочно ехать. Надо быстро машину сделать. Проблема какая? Периодически вылетает ошибка. Датчик положения распред вала. Вот. Это уже надоело каждый раз то чистить ошибку, то перезапускать двигатель. Это. В принципе, на работу двигателя так особо не влияет, но напрягает вот этот чек постоянно. Вот, это связано с чем? Во-первых, короче, сразу к делу перейдем. Я купил новый датчик. Вот он, новый датчик. Старт вольт. Вот так вот он выглядит. Сейчас его прозвонил для сравнения. Сейчас еще старый не снял. По старому нюансы, кстати. Так, вот он. Артикул, старт вольт, ВС, ЦМ 0550. Сколько прослужит, не знаю. Качество вроде нормальное. Вот, непонятно. Короче, чтобы его поменять. Ну, соответственно, крышку здесь это понятно скинуть. Потом вот здесь вот крышку скинуть. Вот она лежит. Она получается 3 болтика на 10 открутить надо. Короче, воздушный фильтр желательно снять, потому что вы не подлезете. Просто здесь без разбора это все меняется. Я уже датчик открутил. Все, датчик у нас держится вот на таких двух болтиках. Соответственно, нашел я головку на 10 коротенькую и вот этот карданчик. Это вот в качестве удлинителя, потому что или головку точить, но надо, чтобы было это узенько, потому что нижний здесь вот сейчас не видно особо. Нижний можно открутить еще подлезть, а верхний болтик, сейчас я вот на этом датчике покажу. Получается, вот он расположен вот так вот. Вот. Вот так вот он стоит. Вот, и получается, вот этот болт легко открутить, подлезть, кое-как там измучиться можно. А вот этот, он близко к шестеренке расположен. Поэтому надо это тоненько, короче. Ну, короче, геморройно. Ну, можно поменять без разбора. Ну и, соответственно, раз, все, вот мы его вынимаем. И, соответственно, отстреливаем. Вот, отстрелили. Сейчас его как раз... все, нашел причину. Все. Вот, все. Короче, все понятно. Все, нашел. Я нашел причину. Признак дурачины. Все, я нашел, почему он неисправен. Так, сейчас покажу. Так, здесь еще в свое время я менял вот эти контакты. Вот здесь все хорошо. Покупал эту фишку. Короче, в отечественных автозапчастях она продается, потому что с той были проблемы. Вот. Считай, такая фигня. Так, а теперь надо попробовать показать. Вот она. Щелюга. Тун. Он вскрылся. Все. Ему хана. А вот он должен полностью залитый быть. Вот так вот. А здесь он вот так вот. Вот он вскрылся. Короче, все. Причина у нас ясна. Причина дурачины. Сейчас померяем сопротивление. Хочу померить сопротивление. Сейчас, секунду. Сейчас все скажу. Отличаются они или нет по сопротивлению. Так, короче. Все, сейчас по мультиметром прощупал. Короче, получается, ставлю в это положение. Вот, центральный и правый меряю. Получается там 870. Здесь на этом, на старом, тишина. Получается, просто потом ставлю вот на это сопротивление. Сюда просто накидываю. Тун. Здесь получается 0,3 сопротивления, а здесь целая единица. Так что вот будьте внимательны, если ошибка выпадает. Да, это геморройно, конечно, до датчика добраться, но можно добраться, конечно. Вот. В принципе, ничего сложного, особо сложного, кстати, нету. Это я вот сейчас первый раз. Это когда вот ГРМ меняете, короче, смотрите вот этот датчик распредвала, смотрите, чтобы он был герметичный, чтобы не было вот этой вот такой эпопеи. Потому что когда меняете ГРМ, там, ну без разницы, что там делаете, то бишь легкий доступ. А он получается все правильно, он расположен, получается, вот так вот торчит. Это к башке прилегает. Соответственно, температура. И вот это выплавляется. И у него нарушается здесь герметизация. Давайте сейчас посмотрим, что получится. Сейчас попробую его вскрыть, посмотреть. Ради интереса, ради прикола.
Так, ну что, все. Разобрал датчик. Вот, получается, микросхемы. Что-то звонится, что-то не звонится, непонятно, короче. Вот, это вот внутренняя заглушечка. Короче, просто ему хана. Вот и все, мы его просто тупо берем и выкидываем. Так что, такие дела. Все, сейчас ставим этот датчик. Ставим новый датчик, соответственно, устанавливаем. И сейчас вскрываем, смотрим, какие у нас зазоры. Вот, как раз хотел показать. Сейчас я его прикрутил, датчик. Вот они, получается, вот он, нижний. Вот они, два болтика, первый и второй. Вот этот вот посложнее. Только единственное, что я сначала болтики открутил, потом вытащил датчик вместе с фишкой. Фишку я соединял здесь. И также я датчик заносил, потому что его удобно держать и отцентровать. Потому что он вот должен ровненько стоять. Вот. Так что вот такие дела. Так, ну что, все, свечи выкрутил, там все собрал. По свечам здесь у нас стоят денсовские свечи. Вот, К20ТТ. Померил. Короче, тут меньше единички. Чуть-чуть маленький зазор. Меньше единицы. Сейчас вот выставил. Вот 1.05. Где тут? Вот так вот. 1.05. Сначала единичку пропихнул, а потом вот все с 0,5. То бишь сделал в завод. По идее, как должно быть работать. Вот. Сейчас заодно посмотрим, как это будет. Потому что это играет воспламенение. Воспламенение играет большую роль. Вот. Так что вот такие дела. Все. Ставим свечи и погнали зубки делать. Все. Короче, подписываемся, ставим лайки. Впереди много чего будет еще интересного. Вот. А так, я думаю, эпопея с этой ошибкой будет закончена. То бишь, следите за этими датчиками распредвала. В принципе, вы будете ехать, это на работу двигателя это вроде как не влияет, просто у вас чек будет гореть и все. Ну и скорее всего все равно какие-то параметры нарушаются и тому подобное. Динамика может упасть. Короче, много чего. Так что все. До новых встреч. Arrivederci.